Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие события спешат на ваш порог и с чем это будет связано. Кто или что, может быть, спешит в вашу жизнь и, возможно, какая-то информация, а вполне вероятно, это будет связано с конкретным человеком. И достанем такие карты, как знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы? Или что вам важно услышать? В конечном итоге, к чему все это идет, для чего это нужно? Вот давайте такие вопросы зададим картам и останемся реалистами, поскольку любой или прогноз, или расклад, а личная история каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, вы сможете свои на злобу дня проблемы, дела, заботы переложить на метафору карты, какие-то подсказки для себя найдете, получите. Или как выход из лабиринта, может быть, какая-то затянувшаяся история, тоже имеет место быть. По крайней мере, альтернативные варианты рассмотреть мы всегда можем. Итак, я смотрю, и вы смотрите. Никогда не знаешь, что эти маленькие карты нам расскажут, что выпадет. Смотрим, что для львов на неделю. А вот такое правильное начало сразу с солнца. И, конечно, солнце – это выбор правильного направления. Безусловно, это удача, радость, какие-то положительные моменты, что-то приятное в вашу жизнь точно на неделе спешит или идет, назовем это так, и где-то и знаки судьбы тоже с этим связаны. Кстати, знак судьбы мы можем с вами трактовать, что лев, ты этим вопросом, как минимум, то, что ты, чем ты сейчас занят, или вот то, что у вас сейчас может быть, ну, знаете, не просто на повестке дня или недели, а на повестке жизни. Вот что-то одно такое кульминационное, важное. Скорее всего, быстро какой-то вопрос, ну, может быть, не может развиваться. Вам придется 6-8 месяцев уделять этому внимание. И все же, это как выход действительно какой-то из лабиринта или завершение какой-то истории, которая тянулась достаточно долго. Или даже если был какой-то тупик, значит, уже есть варианты, как выйти из создавшегося положения. И тут, скорее всего, я могу предположить, что договариваться придется, ведь очень часто по Солнцу у нас идет некоторая непримиримость, наша внутренняя в первую очередь, потому что Солнце – это символ нашего эго. А вот эго тут как раз нас может подвести, потому что мы хотим сделать вот именно так, как мы это представляем. А вам выпадает корона, символ власти. Это имеется в виду с одной стороны. Да, у вас сейчас действительно есть возможности. Но и вы можете контактировать с сильными мира сего, представителями закона, представителями власти, с какими-то высокими чиновниками. Или даже банально по месту вашей работы, службы, руководители. И с ними надо договориться тоже. И не всегда, может быть, их концепция будет совпадать с вашей. Поэтому будьте гибче. Не упустите какую-то возможность. Именно я больше вижу, чтобы не упустить. Ладно, пойдем дальше и посмотрим, что еще нам расскажут карты. Переживания, безусловно, будут. Я уже не складываю, но вот у вас выходит череп, если мы сложим. И это не есть какая-то конкретика. Это внутренние наши сомнения. Поэтому сомнения, они нам вообще как бы не помогают. И, наверное, любое дело будет стоять у причала каждого дня наиболее активно. Что я имею в виду? Нужно быть реалистом, нужно подмечать, что происходит вокруг вас. Или к чему идет какое-то ваше конкретное дело. Для себя самого, может быть, буквально на бумаге пополам лист разделить, за и против поделить, да, и посмотреть. Мы, когда выкладываем на бумагу наши мысли, поверьте, мы многие вещи видим более беспристрастно, и тогда несколько мы так себя перенаправляем в более правильном каком-то ориентире. И поэтому нет места переживаниям. Они будут, но это тоже нужно переложить в какую-то логику или конкретику. Но уж точно не копаться в самом себе это не поможет. Тут ведь нам сказали, солнце и власть на кону стоят. Поэтому это то, что как-то нужно переложить на реальность вам, мои дорогие львы. У кого с чем будет связано. Да, тут могут быть и сомнения.
Здесь может быть и разочарование некоторое, потому что выпадают еще цепи. Но это из разряда как череп. Это не есть что-то конкретное. Опять же, наше эмоциональное состояние, оно может барахлить. И несмотря на то, что вам выпало солнце, вот, видимо, какие-то свои, ну, может быть, и желания именно осуществить ровно в том контексте или в той какой-то пропорции, или определенным методом, путем вам придется пересматривать, потому что гибче, опять в очередной раз повторяюсь, вам придется быть. Не случайно же вам, как и череп, и вот эта сердечная тяжесть. Конкретики нет, а есть вот именно вот это внутреннее наше состояние, которое противится тому, что происходит, может быть, вокруг. Вот как-то так. Раз уж нам с вами довелось жить в эпоху перемен, мои дорогие львы, ничего не поделаешь, приходится иногда себя адаптировать к разного рода ситуациям. Но будут какие-то приятности. Будут, знаете как, может быть, и комплименты в ваш адрес. Кот выпадает, хорошее настроение. Правда, какие-то новости добрые спешат на ваш порог, по крайней мере, в эту неделю. Есть повод для оптимизма, это точно. Это может быть внимание к вам, это могут быть комплименты, да, смотря у кого с чем связано. Но, как я сказала, легкость какая-то в середине недели, вы можете ее прочувствовать, может быть, взамен вот этим своим каким-то предположением или ненужной глубокой философией на мелком месте. Вот смотрите, куда-то будет путь закрыт. То есть вот то, что я говорила ранее, нам нужно принять ту реальность и с ней как-то правильно провзаимодействовать, потому что, скорее всего, куда-то путь закрывается, но есть такая фраза известная, когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Поэтому возможности у вас есть и будут в эту неделю. Ваша задача их для начала увидеть. Тут ведь увидеть надо, понимаете? А мы можем где-то так застрять в наших, как и предположениях, так и в нашем видении того, что правильно, к примеру. Или того, что, ну, вы бы хотели получить и можете ориентировочно думать, что именно такой должен быть контекст. Скорее всего, я вижу какой-то компромисс, может быть, с самим собой, а может быть, и вот как по короне, смотря какие вопросы вы решаете, мы ведь все разные. Вам придется тоже согласовывать, как и с представителями власти, или с руководителем, или находить какое-то среднее арифметическое, тот вариант, который, ну, не напрямую конфронтация, а словно Соломоново решение. А эмоции могут попросту помешать. И посмотрите, у вас еще совпадает молния, и значит следом какое-то решение будет. Молния – это неожиданное известие. Это где-то больше внешние события, то, чего мы не ожидаем. Но, по крайней мере, есть вариант для победы. Но вам эту победу, правда, у вас здесь можно сделать для себя что-то очень хорошо и правильное. Но это не значит, что это будет победа, ровно как по-вашему. Нам ведь уже сказали, вот есть закрытый путь. И значит, вот этот баланс, его не просто держать, включите еще интуицию, потому что тут у каждого свои вопросы могут стоять на повестке этой недели, и поэтому как и интуиция помогает, так и умение балансировать буквально. Или какой-то нейтралитет, мои дорогие, держать. Берегите где-то себя и не упустите какую-то замечательную возможность. По крайней мере, она для вас будет означать вот как это солнце. И, скорее всего, это то, что перед вами совершенно какие-то другие перспективы может открыть. Или какая-то иногда и ситуация нас, ну, как жизнь мы говорим, не только мучит, но и учит. И правда, вот то, что я говорила, договариваться придется. Я сейчас вижу, у вас совпадает нож. Знаете, тут у вас была, может быть, у кого-то была ссора, конфронтация, и именно из-за этого вы чувствуете вот как и внутреннюю эту душевную тяжесть, сердечную, да, или какие-то сомнения. Поэтому, кто знает, может быть, вам придется договариваться по какому-то конфликту. Я говорила, принимать Соломоново решение. Э, Это значение просто подтвердило мои слова. Смотрю, что у вас еще совпало по вертикали, по горизонтали. Мы можем сложить последние ряды карт. И я смотрю, у вас еще выпадает, смотрите,
семейное счастье. То есть при солнце и семейное счастье. Поэтому дела домашние, дела с вашими близкими, ну, что-то доброе, хорошее. А когда-то раньше мы знаем, ну, может быть, кто-то и не знает, но подкова считалась, ну, как и один из символов удачи, где-то так. Поэтому есть тот период, но я бы сказала, даже это может быть для кого-то из вас узкий фарватер удачного стечения обстоятельств. Может быть, поэтому нас карта и предупреждает. Лев, держи баланс. Не думай, что вот это какая-то возможность. Она продлится бесконечно. Тебе буквально птицу счастья где-то нужно ухватить за хвост в эту неделю. Что-то может быть, знаете, и мелкое, у кого-то даже на бытовом уровне для себя решить, согласовать. Но тем не менее, это вам будет очень важно или это вам нужно сейчас услышать. Рассчитываете это как или воспринимаете как подсказку высших сил. И пока я с вами говорила, смотрела, что у вас тут еще совпало, в общем-то, я не вижу. Поэтому мы с вами идем дальше. Так что же идет на ваш порог? Давайте теперь дополним картами Таро. Что идет на ваш порог? Это у нас будет первая карта. А вторая карта – что или кто спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы. Или что вам нужно и важно знать, услышать, или как подсказки высших сил, с чем это связано, или для чего была дана какая-то ситуация, может быть и так. И продолжение, да, если мы так развернем немножко, к чему все идет. По первому вопросу, вот что идет на ваш порог, чего не упустить в конечном итоге, или кто или что спешит в вашу жизнь, опять же, к чему это все идет. И сфера ваших достижений, документы, бизнес, работа и деньги, и личная жизнь. Что же идет на ваш порог? Тройка жезлов – это карта будущего. Вот вы как будто будущее выбираете. Очень положительная карта, и она нам приглашает нас, по крайней мере, видеть любой процесс на пару шагов вперед. Поэтому, что бы тут у вас ни происходило на неделе, понятно, задачи у каждого свои. Так вот, наверное, любое дело, тему, вопрос решайте, мои дорогие львы, с позиции «а что меня ждет через пару дней?» Может быть, будет ли для меня это событие важным или как это отыграется, да, в моей жизни в будущем, к чему это может привести. Вот анализировать вам что-то приходится. Почему? А потому что, чтобы себе не навредить в будущем. Может быть, иногда эта карта говорит, кстати, нам человек показан со спины. И он как будто стоит, он ожидает, когда вот этот корабль, один из символов Меркурия, и, кстати, если мы говорим, пусть у вас это не совпало, но по цыганскому пасьянсу это исполнение желаний. Вот человек ждет исполнения желания, если можно и так трактовать, да. Но он ведь стоит, и это не значит бездействие. Нет, это называется, он анализирует, все ли он из прошлого взял с собой в будущее, что ему пригодится. Поэтому вот тот контекст, который я сказала ранее, ну, дважды будет для вас важен. Как и ваша интуиция, так и умение просчитать на пару шагов вперед какое-то дело, себе и не навредить, но и где-то правильную траекторию проложить на будущее. И это касается дела, работы, бизнес и деньги. И по этой карте какое-то путешествие может быть или планируемый переезд, смена работы, как будто об этом можете думать, или просто работа не меняется, а вы желаете построить карьеру или расширить свой бизнес. Ну, будущего концепция, она у каждого своя. Поэтому смотреть в будущее для вас это положительный момент. Само будущее пытается войти в вашу жизнь. Но, видимо, вот как этот человек, который словно на короткий момент замер, он что-то обдумывает. Вот это будет для вас актуально. Это вы как будто перед собой можете сейчас открыть в будущее врата. Давайте посмотрим, каковы же знаки судьбы. Вот, наверное, с чем-то не ошибиться. Семерка мечей. Иногда говорят карта вора. И, безусловно, хоть это и нигде не прописано, но аккуратному, осторожному быть стоит. Я уже об этом говорила по картам пасьянса.
Мы можем видеть в одном каком-то ключе, а люди могут видеть в другом. Или у вас свои задачи, а у человека какие-то другие задачи. И мы можем думать все, что угодно, или нам могут транслировать или подавать с позиции чего-то доброго, хорошего или перспективного для нас. А на самом деле за этим ничего не стоит. Поэтому себе не навредить ни в коем случае нельзя. Всегда эта карта выпадает как «будь внимателен». Буквально, может быть, что-то просчитать математически кому-то из вас придется. Или подвести некоторые вопросы юридического порядка тоже под те законы, которые работают в вашей местности. Здесь, опять же, себе нельзя навредить. Причем нельзя навредить, как решая проблемы, дела дня сегодняшнего, так и на пару, опять же, шагов вперед. Я уже где-то об этом говорила. У нас человек показан и лиса, и вроде они расходятся в разные стороны. То есть где-то мы можем с кем-то договориться. Есть такой момент, но сделать это нужно очень аккуратно и себе не навредив, но и где-то может с человеком, с конкретными людьми договариваться. При этом мы не можем расслабиться практически ни на минуту. Мы должны постоянно анализировать, что же происходит вокруг. И больше недоверия, нежели расслабленности. Нам приходится именно анализировать, потому что лиса, какая-то хитрость или то, чего мы можем где-то и не заметить или довериться, понимаете, здесь ваши правильные действия, будут означать как концепция на будущее. И вот эти знаки судьбы. Не повторить какую-то ошибку или, может быть, правильно завершить какие-то юридические вопросы. Иногда, пусть не в этой колоде, семерка мечей означает забрать свое или буквально сохранить себя. Ведь вот это тоже может быть значение. Поэтому не рискуйте и любой риск сводите как будто к нулю. Не переходите по мутным ссылкам, начнем с этого. Если вам приходит в мессенджеры или на почту непонятного характера письмо, сообщение. Иногда это бывают такие баннеры, которые любопытные, хочется нажать на него. Помните, что вы становитесь с этого момента прозрачной для тех, кто задумал что-то коварное и не очень хорошее. Поэтому вы сами себя должны беречь, мои дорогие львы. Это вам как высшие силы хотят сказать. По крайней мере, вам это нужно услышать и знать. К чему же все идет? Работай, у тебя все получится. Работа – это уже приложенные какие-то усилия, поэтому какой-то вопрос, может быть, связанный с поездкой, с переездом или то, что вы планируете себе на будущее, это как раз имеет какое-то продолжение. И продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Я всегда говорю по этой карте. Здесь конкретно человек работает. Он сам строит свое благополучие. И по этой карте вы можете получить как новую должность или для себя просто увеличить заработок, или увидеть новые варианты дохода, или банально решить какой-то вопрос, но это будет целиком и полностью зависеть от вас. И еще такой момент, если мы говорим, к чему все идет. Восьмерка Пентаклей – одна из лучших карт в колоде не только на работу, но еще и на деньги. И поэтому у кого-то может быть так, что деньги задерживались, а здесь они на этой неделе как раз-таки приходят. Или, но тут больше от вас самих. Имеется в виду те деньги, которые вы не получили по прежней работе. Или как какой-то гонорар, который заплутал где-то, потому что сбой банковских каких-то систем взаиморасчетов. Я такое тоже могу допустить. Поэтому предельное внимание. Но возможности есть, будут. И более того, прогресс от этих возможностей идет в будущее. Кто или что спешит на ваш порог? Я не могу сказать, что тут кто-то спешит. По девятке жезлов карта великой мощи, силы в герметической колоде Таро. И это действительно некоторым образом сильная позиция, но это та осторожная позиция, когда мы не торопимся с места в карьер. Это мы, словно за забором из 9 жезлов. Мы начинаем выходить из какого-то периода ограничений. И есть как будто вариант завершить какую-то патовую ситуацию. Но делаем мы это более чем элегантно, осторожно, словно раздвигаем этот самый забор. Вот нам показан воин, и
Согласитесь, кто смотрит расклады Таро, часто по девятке жезлов нам изображен воин именно и с перевязанной головой. То есть нам показывают, шишек он уже где-то там набил. Опыт ценный он получил, это точно. Не повторить этот опыт. Об этом нам говорит карта. И более того, очень правильно распределить свои намерения, цели и силы, к чему вы будете их прилагать, в чем вы будете участвовать, с чем вы готовы согласиться, насколько глубоко вы готовы увязнуть в каком-то вопросе. То есть мы завершаем какой-то период всегда по девятке жезлов, но ведь это девятка, и по нумерологии это, ну, пороговое значение перемен. Это как-то точка невозврата и одновременно новая точка отсчета в будущее. Но мы пока именно на пороге. Мы и не назад, и не вперед. Поэтому не совсем тут кто-то спешит, а ваше, скорее всего, решение, что я выхожу вот из этого самого лабиринта или из какой-то периода, как зоны ограничений, из нерешительности, мои дорогие, может быть и буквально для людей, для тех, кто один или одна, выхожу из одиночества. Это не значит, что мы буквально всем доверяем. У вас в предыдущем триплете семерка мечей. Будь аккуратен, Лев. Здесь не замечтаться все же будет хорошей практикой. Но по девятке жезлов у нас как будто хватит сил, умения выдержать, выстоять. Но карты нам напоминают, что какая-то ошибка не должна быть повторена. Значит, кто знает, может или вы можете столкнуться с теми людьми, которые присутствовали в вашей жизни прежде, или это как жизненный экзамен, все же судьба нам тоже на проверку, да, на стойкость, мужество и выдержку может приготовить. Но девятка, что-то завершается, и значит, начало чего-то нового, оно уже у вас буквально на пороге. Но со всем этим нужно правильно взаимодействовать. Давайте узнаем, что же, ну, правда, какая-то радость, если мы говорим знаки судьбы. Не случайно солнце, радость, туз кубков, радость, внимание ваших близких, поддержка вашего близкого человека. И, кстати, здесь не только об эмоциях. Обратите внимание, вот этот глаз на Чаромаркете именно так изобразил в этой колоде, а вообще это лучезарная дельта, и это древний, очень древний символ, он означает как провидение. Или, если проще говоря, умение смотреть в будущее, видеть на пару шагов вперед. Поэтому интуицию включаем по полной. Интуицию это не есть какая-то глубокая философия на мелком месте, а когда мы просто учимся слышать самих себя или просчитываем буквально на бумаге. Нужно мне этим вопросом заниматься или нет? А что я буду делать, к примеру, если те, кто обещает, а вверху смотрите? Семерка мечей. Тут нельзя замечтаться, ну ни разу. Реалистом нужно быть от начала до конца. Так вот, если я останусь в какой-то ситуации один на один, что я буду делать? Но если мы в разрезе этой недели, то здесь еще, как и радость сама, да, то еще и рыбы. И кто знает, какой-то вопрос может быть решен действительно с помощью денег, или может быть какой-то вопрос денежный наоборот, когда вы закрываете, кто-то закрывает кредит, или когда, ну, может быть, вы договариваетесь по поводу какой-то вакансии, проходите собеседование, и у вас теперь больше возможностей как и по заработкам, так и по доходам. Но всегда рыбы, это говорят, первое, с одной стороны, благополучие и деньги, то есть эти какие-то вопросы у каждого в своей концепции будут быть. И второй момент по символу рыб, не случайно же Чаромаркете прорисовал для кого-то из вас, это как дорога или путешествие. К чему же это все идет? Поэтому аккуратно выходите вот из какого-то периода, когда, может быть, от вас ничего и не зависело, и где-то вы замкнулись, может быть, после периода неудач. Такое я тоже могу предположить. Или пытались что-то сделать, а вас словно все время на пару шагов дальше отбрасывало от того места, где вы были первоначально. Но вот теперь, тем не менее, полный вперед. И вот смотрите, как и ошибки с одной стороны, да, мы говорим, кто или что идет, но это как энергия вот такая идет в вашу жизнь. А вот еще к чему все идет? Восьмерка мечей, карта искаженного восприятия. Мы об этом с вами уже много говорили в течение нашего расклада.
Поэтому я говорила, вот тут и череп, и вот эта сердечная тяжесть. Ну, мы можем тут передумать тысячу раз. Мы можем тут и себя где-то костерить, мы можем и людей костерить, мы можем жаловаться на жизнь как угодно. Но это все искаженное восприятие. Будьте реалистами. И это вам нужно не просто теперь, на этой неделе, а это вам нужно на какой-то последующий период времени, чтобы решить некоторые вопросы. Может быть, по части денег, может быть, по части работы, а может быть, у кого-то и по части личной жизни. Все же по тузу кубков здесь могут быть как поддержка, я уже говорила, да, близких, или проявление знаков внимания в вашу сторону. Вас кто-то любит, мои дорогие львы. Вот и буквально так может проиграться. У кого-то в личной жизни, может быть, споры какие-то были или ссоры были. Каждый решает, понятно, сам по себе, как вы считаете правильным. Но просто допустите, что всегда есть альтернативный вариант. Раз, и по крайней мере на этой неделе не ставьте перед собой какую-то догму, она вам явно не помогает. Дела, работа, бизнес. К Солнцу, опять же, с чего мы начали, с того, тем мы и заканчиваем. И эта карта, когда, правда, 6-8 месяцев вам нужно что-то продолжать, или тому делу, которым вы теперь занимаетесь, вам придется еще какой-то период времени уделять внимание, но это всегда прогресс. Может быть, кто-то и сталкивается с какими-то трудностями, мои дорогие, ну, значит, тоже воспримите это как жизненный экзамен. Но если одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Поэтому это как завершение какое-то и начало нового. Вот эта девятка как пороговое значение между прошлым и будущим. И пусть мы не всегда можем предсказать, как разовьются события, тогда разработай для себя план А, план Б, план С. И если один план не срабатывает, ты быстро переключишься на другой. Или если одна стратегия, она каким-то образом тоже не работает или нет каких-то контактов, тогда ты переключишься на другой вариант. Опять же, быть гибче нужно, но и нужно, безусловно, мужество. Поэтому если прежние девятка жезлов нам говорят, как ограничение, зона каких-то ограничений или время, когда вы находились ну, в какой-то статике, оно тоже завершается. Но это такой аккуратный выход, чтобы не наломать дров поспешностью и чего-то важного не упустить, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.